Анатомия сериала, водка, расстройство психики и Эми Адамс в сериале «Острые предметы». 8 июля на канале БОСС стартовал новый проект «Острые предметы. Sharp Objects», экранизация одноименного романа Гиллиан Флинн с Эми Адамс в главной роли. В режиссерском кресле Жан-Марк Вале, создатель «Большой маленькой лжи», Big Little Lies, триумфатора «Золотого глобуса» этого года. Восьмисерийный детектив продлится до конца августа и будет держать в напряжении всех ценителей старого доброго саспенса. Пока вышел только пилотный эпизод, но Сплетник.ру уже посмотрел 7 из 8 серий на сайте Амедиатеки, который официально показывает «Острые предметы» в России. О чем в центре сюжета? История Камиллы Прикер, которая работает репортером в не очень успешной газете. Редактор отправляет ее писать статью о серии убийств в маленьком городе Уайндгэпе. По счастливому, или не очень, совпадению девушка выросла здесь, и начальник надеется, что это поможет ей в работе. Но расследование осложняется страшными тайнами и запутанными связями между жителями города. Удачно построенный монтаж постоянно перемещает зрителя между двумя таймлайнами, детством и настоящей жизнью главной героини. Порой флешбеки так наслаиваются на происходящее, что в первых сериях трудно понять, реально они или нет. Психологическая нестабильность распространяется на все, что окружает Камиллу. Сюжет загадочное убийство девочек-подростков держит в страхе весь город. Полиция не может выйти на след маньяка, который безжалостно вырывает своим жертвам зубы, оставляя их трупы с окровавленными дырами вместо ртов. Камилла решает самостоятельно выяснить, с кем могли быть связаны погибшие. Она запасается бутылкой водки и начинает собственное расследование. Фрейд считал, что все перверсии и страхи идут из детства, и, судя по острым предметам, был прав. Главная героиня большую часть жизни страдает от алкогольной зависимости и склонности к самоповреждению. Вдобавок у женщины болезненные отношения не только со своим телом, но и с собственной матерью. Когда героиня приехала в Уайндгэп, она поселилась в доме, где родилась и выросла. Адора, Патриша Клэрксон, всегда терроризировала дочь своей заботой. Ее проявления материнского инстинкта были похожи на пытки для молодой Камиллы. Но теперь у нее появилась новая жертва, дочь Эмма, Элиза Сканлин, которая родилась у Адоры от второго брака. Правда, и сама девочка не так проста. Актеры стоит сразу оговориться, что феминистские настроения последних лет здесь выходят на первое место. Следуя этой тенденции,
Мужчины в сериале кажутся второстепенными по сравнению с женскими персонажами. Это касается и отчима главной героини, и редактора, который отправил ее на задание, и даже внезапного любовного интереса в виде местного полицейского Ричарда. Главная удача «Острых предметов» – Эми Адамс, которая не только исполнила роль Камиллы Прикер, но и стала продюсером проекта. Ее актерский талант держит на плаву всю конструкцию сериала и достойна самых крупных премий от Эмми и Золотого глобуса до Оскара, на который актрису номинировали, к слову, уже 5 раз. В образе Камиллы Прикер Адамс продолжает развивать тему независимой главной героини и все дальше уходит от типа барышня в беде. Ее роль ученого-лингвиста в «Прибытии» Дэни Вильнева убедительно доказала, что актриса выбрала верный путь. И даже в «Лиге справедливости» возлюбленная Супермена Лоис Лейн в ее исполнении выглядит гораздо увереннее многих спутниц комикс-героев. Сериал украшает и другой женский персонаж – Адора Креллен, мать Камиллы. Эта роль досталась блистательной Патрише Кларксон и достойна не меньшего уважения. Она невероятно удачно перевоплотилась на экране в образ нервной матери с повадками тирана, при этом не сделав ее карикатурным персонажем, чем часто грешат в сериалах. К слову, впервые со времен Дагвилля она сыграла отрицательную героиню. И, конечно, говоря об актрисах, нельзя забывать про 16-летнюю Софию Лиллис, сыгравшую молодую Камиллу. Несмотря на столь юный возраст, девушку уже называют одной из самых многообещающих актрис Голливуда. В прошлом году она дебютировала в полнометражном кино с ролью Беверли Марш в ремейке «Оно», продолжение выйдет в 2019 году. Кстати, недавно Софию утвердили на роль культового подростка-детектива Нэнси Дрю. Создатель и я была заинтригована персонажем, но сомневалась в том, чтобы вернуться в телевизор. В основном из-за того, что это совсем другой тип работы по сравнению с полнометражным кино. Здесь все быстрее и даже яростнее. Но, когда я познакомилась с Гиллиан, Марти, Джессикой и всей творческой командой, то подумала, это потрясающе. Работать с группой женщин, которые знают, как воплотить в жизнь не только историю Камиллы, но и историю семейного насилия и жестокости. Было безумно интересно, как они изучали ее. Когда они пригласили меня стать продюсером проекта, я сразу предложила Жана Марка в режиссерском кресле. Мы работали с ним до этого на проекте от Дженнис Джоплин, и меня поразило то, как его привлекает боль, то, как он рассказывает об этом и как он ходит вокруг нее, пока не дойдет до сути. Мы общались и с другими режиссерами, но все время возвращались к кандидатуре Жана Марка, рассказала о подготовке проекта Эми Адамс.
Впрочем, выбор режиссера был очевиден, ведь канадец Жан-Марк Валли стал невероятно востребован в киноиндустрии после выхода фильма «Далласский клуб покупателей», который принес Оскар Мэттью МакКонахи за главную роль и Джареду Лето за роль второго плана. Интересно, что история «Острых предметов» отчасти автобиографична. Гиллиан Флинн получила степень магистра по журналистике и долгое время мечтала стать криминальным репортером. Но когда она поняла, что не сможет выдержать эмоциональную нагрузку этой профессии, то пришла в 1998 году писать о кино в Entertainment Weekly, где задержалась на 10 лет. Она всегда любила фильмы ужасов и литературу. По долгу службы ей приходилось писать о кино и сериалах. Флинн фактически застала зарождение современной поп-культуры. Неудивительно, что, наблюдая за всеми хитами проката, она вычислила свой секрет успеха и в 2006 году опубликовала первую книгу «Острые предметы». Роман мгновенно стал бестселлером в США, и так началась ее карьера писательницы. Влияние последние несколько лет американское телевидение все чаще стало заниматься исследованием психических расстройств и других ментальных проблем. Успешный проект от Netflix «13 причин почему» поднял тему суицида и селф-харма, доказав, что с этим сталкиваются не только взрослые, но и подростки. Сценаристы пытаются изменить отношение общества к сложившейся ситуации. Они выводят на первый план героев с разными синдромами и фобиями, чтобы подчеркнуть актуальность проблемы. Так, героиня Эмили Блант в экранизации другого популярного детективного романа «Девушка в поезде» безуспешно борется с алкогольной зависимостью, то и дело переливая водку в пластиковую бутылку. А героиня триллера «Побочные эффекты» Стивена Содерберга в исполнении Руни Мары переживает последствия приема антидепрессантов, которые ей выписал психиатр. Можно сказать, что Дэвид Финчер оказал Гиллиан Флинн невероятную услугу, когда взялся за экранизацию ее третьего романа «Исчезнувшая». Он привнес в фильм свой фирменный мрачный стиль. Нельзя забывать и о том, что в 1999 году именно Финчер заново открыл бойцовский клуб ЧК Паланика, взяв на главные роли Брэда Питта и Эдварда Нортона. К слову, это один из главных фильмов о расстройстве личности в массовой культуре. Патриша Кларксон и отзывы. Кинокритик Егор Москвитин. Внимательный зритель заметит, что в одном кадре на дверце машины героини нацарапано слово «сачрет» — «священный». Но уже через 10 минут оно само собой превращается в слово «щарет» — «испуганный». Все остальные галлюцинации в фильме – видение героини, но это предназначается и зрителю, а не ей. Так что в жутком городке Уайндгэп лучше не верить своим глазам. Это совет, которого нам отчаянно не хватало 4 года назад в настоящем детективе.
В «Острых предметах» мрака не меньше. Но если герой настоящего детектива заканчивал свое приключение с мыслью, что свет постепенно расщепляет тьму, то выводы нового сериала прямо противоположны. Кинокритик Татьяна Лишичева: женщины в романах Флинн выглядят ведьмами, и за это она уже получила свою порцию обвинений в мизогинии, но сама причисляет себя к феминисткам. Ее особое понимание феминизма целиком отразилось в крошечной сценке из сериала, где две малолетних Ролеши в ответ на предостережение шерифа не гонять как бешеные по шоссе, вдруг идущий навстречу водитель окажется невнимательным, и тогда он вас собьет, отвечают с железной логикой: почему он? Не будьте сексистом. Женская натура уж никак не менее сложна и глубока, чем мужская. А значит, получите и распишитесь. Женские образы в детективах и триллерах не обязаны тесниться в резервации жертв и смышленных сыщиц с несложившейся личной жизнью, а вполне могут претендовать и на амплуа злодеек. Фотокадры из сериала «Острые предметы».